Алоха. Снова привет, меня зовут Милена. Надеюсь, меня слышно с этим микрофоном. Я наконец-таки вернулась к съемке видео в том же формате, в котором и прежде. Это значит, что снимать без сюжета, снимать без сценария, без идеи, без замысла. Просто что идет, то идет, и это просто философский мыслительный поток. И сейчас я смотрю, как прекрасно развиваются на ветру сосны. И это невероятно красиво. Я, наверное, сниму потом еще этот момент и вклею видео, чтобы вы тоже увидели. Потому что очень часто я обращаю внимание на такие вещи, которые кажутся какими-то незначимыми, особенно когда это происходит с другими людьми, там, с моими друзьями, знакомыми. Я обращаю внимание на то, какое небо красивое, как поют птицы, как течет вода, как развиваются листья деревьев или сами деревья под напором ветра. Я говорю, посмотри, обрати внимание, как красиво, невероятно, просто нечто. Но никто не разделяет моего восторга. В принципе, у меня очень много восторга, но его не с кем разделить. Все какие-то мертвые, все какие-то тусклые, все какие-то поникшие. Я никого не осуждаю. Мне знакомо это состояние. И мои близкие люди бывают в таких состояниях или в принципе живут так, и они другие, они отличаются от меня. Я это понимаю, я это принимаю, никого не осуждаю абсолютно. Просто грустно, что так, грустно, что такие невероятные вещи просто остаются незамеченными, и что в человеке настолько потеряна жизнь и ощущение жизни, что его не восторгают, и он не чувствует чего-то особенного, когда смотрит на это, или когда смотрит на то, как эти флажки тибетские развиваются. Меня все это вводит в восторг, наверное, как эстета в некоторой степени. Но мало с кем это можно разделить, мало кто чувствует то же самое. Вот тема нашего видео. А на самом деле тема не в этом. Темы нет. Мы свободны, мы расслаблены. Делаем, что хотим. И это прекрасно. И не всем это доступно. Потому что это становится доступно, когда ты внутренне достиг определенного уровня состояния, и тогда тебе жизнь начинает позволять быть в такой вот, как это, безмятежности, как это сказать, легкости, не безрассудстве, нет, другое там слово я забыла слово, как обычно, в таком детском легком состоянии, в состоянии медитативном, состоянии неделания, состояние, казалось бы, бесполезного. Хотя на самом деле это не так, потому что, о чем я говорила миллион раз, мы же не считаем сон бесполезным, хотя кто-то и считает. Кто-то хочет меньше спать, чтобы больше успевать делать, что верх неразумности. И это объясняется даже физиологически. Я надеюсь, такие базовые моменты уже объяснять не надо и повторять не надо. Мы должны сами уже об этом помнить. И знать, и держать в голове, не забывать об этом. Да, сон, недействие, отсутствие, замедление, терпение, неактивность. Все это равноценно
активности, деланию, проявленности, яркости какой-то, приобретению, стремлению и амбициям. И одно без другого существовать не может. Что самое интересное, одно без другого существовать не может. И упраздняя одно, вы... Забыла слово на русском. Harm на английском. Такое бывает, когда говоришь на двух языках. Упраздняя одно, вы разрушаете и другое, приносите вред. Вот, приносите вред, вредите и другому. То есть упраздняя состояние спокойствия, успокоения, умиротворения, бездействия, медитативности, свободы, легкости, когда нет дел, когда нет планов, в общем-то, расслабление или бездействие, или терпение, смирение таких качеств, или если брать какие-то физиологические моменты, это сон, или это ночное время суток, или это, если брать сезоны, то это зима. И если вы это упраздняете, то вы точно так же вредите и противоположной стороне, потому что она не может существовать сама по себе. Само по себе бодрствование не может существовать. Оно может существовать только вместе, в совокупности со сном. Поэтому, вредя сну, вы вредите и бодрствованию. Если у вас плохой сон, в течение дня вы будете менее эффективны, менее активны, более пассивны, вам будет сложнее, вы будете хотеть спать, у вас будет плохое настроение, ваш организм будет разваливаться, все будет хреново. Я надеюсь, это достаточно резкий факт и фактор, причина, с помощью которой вы можете себе объяснить и себя замотивировать, немножко отпустить себя, дать себе свободы, позволить себе быть не идеальным. Я обращаюсь к тем, кто очень критичен к себе, а таких людей много. Если же вы, наоборот, человек раздолбай, то к вам это не относится. У вас обратная история. Я обращаюсь к тем, кто перфекционист, кто постоянно чего-то стремится, кто критичен к себе, кто желает совершенства, кто хочет достигать, быть лучшим, выше, больше. Почему я недостаточно хорош, надо быть еще лучше и так далее. У многих это сидит просто внутри. И может казаться незаметным качеством, но оно есть, и я вижу, как оно есть. Во многих, почти во всех. Ну вот, с кем я встречалась, кого я видела, с кем я общалась, с людьми. 99% людей имеют это качество в себе. Потому что наше общество построено таким образом. Я понимаю, что я свожу все время к материалистичности, к подобным вещам, но это факт. Из-за материалистичности общества, того, как мы здесь живем, как принято здесь жить, обращая внимание на то, что можно потрогать, увидеть в материальном виде, мы ценим только это. Мы сфокусированы слишком сильно на этом всем. Из-за этого мы пренебрегаем внутренним, душевным. Мы пренебрегаем тем, что невозможно так ярко и явно оценить или измерить пользу. Эта материалистичность – это такая гиперфиксация на пользе и на достижении, и на результате, на всем том, что можно ощутить и взять в свои руки, чем можно владеть. Все это подпитывает эго. И, естественно, почему наш мир так материалистичен, человеческий, наше общество, социум? Потому что эго превалирует. Ложное эго, естественно, я имею в виду, превалирует, а это значит обладать. Это значит разделять. Разделяй, властвуй. Все мы знаем эту фразу, это просто девиз лже-эго. И как мы видим, это повсеместно
Даже если не так явно и не так яро, но это есть. И поэтому многие не медитируют, многие не гуляют, не смотрят на природу, не наслаждаются ей. Многие не дают себе спуску, не дают другим людям спуску. Многие смотрят на других и хотят быть такими же классными, такими же интересными, такими же успешными, такую же жизнь. Многие чувствуют себя несчастными или недостаточно классными. В общем, сами себя уничижают, саморазрушают. Как-то так. Но я хочу сказать, что чем больше ты будешь уделять время как раз-таки тому, что так сложно измерить, и то, что не идет от твоего эго. Вот об этом всем противоположном мире. Если ты будешь давать себе время, если ты будешь уделять себе время для расслабления, успокоения. Это могут быть физические упражнения, типа, такие расслабленные, типа йоги или цигуна. Это может быть медитация, у кого-то это молитва, у кого-то это просто походить по природе, побыть на природе, пойти в поход. У кого-то это пролежать весь день в ванной. По-разному может быть, разные способы. Ну и, конечно же, это и духовная сторона, не только просто расслабление и дать себе больше сна, и никуда не торопиться, ничего в своей голове не планировать, никуда не стремиться, а дать себе передышку вот эту. Помимо этого, естественно, и духовное развитие, когда ты занимаешься творчеством, когда ты занимаешься духовными практиками, когда ты позволяешь себе ощутить себя не просто человеком из плоти и крови, из этого тела и этой личности, но и чем-то большим. А все это можно ощутить, как я вижу, в 3 вещах. Первое — духовные практики, типа медитация, молитвы и прочее. Второе — и подобная литература в том числе. Второе — это творчество, искусство, в котором тебе не нужно думать, ты просто творишь, как я сейчас, например. И третье — это природа. Это 3 самые гармоничные вещи, 3 самые гармонизирующие вещи человека, его психику, его состояние. Это реальные лучшие гармонизаторы для любого человека, любого из вас. Еще мне не нравится гипер какая-то фиксированность на внешнем, на материи, на поверхностном. Я этого не понимаю, я этого никогда не понимала. Я понимаю, но это не тот путь, который приводит к счастью, вот что я хочу сказать. А я стремлюсь к счастью и рассказываю, вещаю именно о таком пути, который приводит к гармоничному ощущению себя, счастливому ощущению себя, когда ты кайфуешь, когда ты реально кайфуешь, потому что если ты живешь без радости, без истинной радости, а не сиюминутных удовольствий, тогда твоя жизнь... Зачем она тогда вообще? Так вот, об этой суперфиксированности, супервниманию на внешнее и на материальное, на внешнее и на поверхностное. Я это вижу как маленькие, возможно, милые, а может и не очень неразумные ослики, которые бегут за морковкой, которую перед ними повесили. Я это вижу так. По факту это так и есть, ведь все, что это делает, это тебя просто уводит в никуда. От себя.
уводит твое внимание от реально важных вещей. То есть от твоего внутреннего состояния. Ты бежишь уже не за тем, чтобы я хочу работу такую-то, чтобы быть счастливым. Нет, ты бежишь за тем, что я хочу работу, чтобы быть успешным, быть богатым и быть самым крутым, и быть на высокой позиции. У меня будет там такая-то одежда, такая-то машина, такая-то семья, девушка, парень, муж, жена и так далее. Это желание какого-то статуса, это желание занять какую-то, как будто счастье в материи, как будто счастье в вещах, как будто счастье в статусе, в социуме, во всем внешнем. Но оно не там. В этом и как бы проблема этого пути, что оно не там. Оно не там. И какая-то гиперфиксированность, когда... Ну, я бы даже это капризностью иногда назвала бы. Когда, ну вот, например, девушки, да? Многие девушки меня сейчас поймут, о чем я скажу. Часто это есть тема. Мои подруги такие же. Все девушки такие же. 90% девушек такие. Опять-таки, я предостерегаю, чтобы никто не обижался. Хотя, если обижаетесь, это ваш выбор, ваше право. Просто знайте, что у меня намерения такого нет, и я не испытываю негативных чувств. Это для моих подруг. Все девушки хотят, чтобы им дарили букеты цветов. Они хотят ходить в красивых платьях, выглядеть блестяще, чтобы все на них смотрели с открытыми ртами. Все хотели с ними встречаться, считали их самыми прекрасными, самыми красивыми, дарили им цветы, покупали подарки, покупали им дома, машины и прочее. Ну, чтобы все как бы к их ногам. И такой вот момент, который все любят, это цветы. Ну, вот как за пример возьмем букеты цветов. Никогда этого не понимала и не разделяла. Объясню, в чем суть. Я вижу, что это идет не из кайфа, не из удовольствия того, что ты живешь свою жизнь так, как ты хочешь, и прочее подобное. Я вижу, что это идет из неудовлетворенности, из-за недостаточной любви, недостаточного внимания к тебе. Не хватает, и ты просишь больше. Но это какое-то состояние внутренне, душевно ущербное в плане любви, нехватки любви. Мужчины также хотят признания. Но проблема в том, что если у вас есть эта нехватка любви, вам нужно ее самому в себе раскрывать, развивать. И не просить этого от других, не ждать этого от других, не пытаться получить это через какие-то физические вещи, типа букет цветов, какие-то восторженные взгляды, признание того, что ты лучший и так далее. Все это внешнее, все это материальное, а значит временное и приходящее. Если ты хочешь действительно быть счастливым и удовлетворенным человеком, ты должен взращивать эти чувства внутри себя, потому что как только ты их взрастил в себе, они никуда не денутся, пока ты сам не решишь, что я не хочу быть больше счастливым, что я хочу пострадать. То, что духовное, оно вечное. Если у тебя внутри психологически есть эта любовь к себе, самодостаточность, она просто у тебя будет и все. И тебе не нужно будет, у тебя не будет нужды в том, чтобы тебе что-то подарили, или на тебя как-то посмотрели, или тебе сказали комплимент, или тебя не осудили вдруг. У тебя не будет в этом нужды, потому что ты уже самодостаточен, ты уже полон, ты уже полный, наполненный. И более того, ты начинаешь отдавать, а не ждать, просить,
надеются, даже внутри, даже многие себе и не признаются, но они хотят этого. Ну вот каких-то таких проявлений, признаний и прочего, внимания, но могут не осознавать или не признаваться себе в этом. В какой-то мере всем это нужно, мы не идеальны, мы не можем быть, к сожалению, пока что на 100% самодостаточными, полноценными, но можно быть на 90%. А это уже почти как 100, я вам скажу так. И к чему я все это веду? К тому, чтобы вы попробовали сместить фокус своего внимания вот как раз-таки туда, внутрь, вместо внешнего и вместо всего того, что я описываю. Если ваша задача саморазвития, если ваша задача, если ваша цель, если вы истинно желаете обрести счастье, быть счастливыми, чувствовать радость, чувствовать легкость, свободу, перестать все время гнаться куда-то, зачем-то, выйти из гонки, выйти из напряжения, выйти из состояния нехватки, нужды и гипервнимания во внешнее, из-за этого ожидать всего извне, что ваше счастье придет извне, что вы чего-то достигнете и вы станете счастливы. Там вам что-то скажут, подарят, как-то посмотрят, влюбятся в вас, скажут, вы лучший специалист на свете, и вы станете счастливы. Там, не знаю, купите дом, станете счастливы, обретете семью, станете счастливы. Не так это работает. Не так. Наверное, на этом я лучше закончу это видео. В последнее время очень не тот вайб, который я люблю, но приходится с этим мириться. Более такое материальное состояние у всех вообще, как я заметила, по крайней мере, в моей жизни. И у меня, и поэтому сейчас то, о чем я говорю, это тоже более материально, чем духовно. А мне хотелось бы чего-то более космического, более улетного, более мистического. Ну да ладно. У нас окончание. Легендарные караталы. Кто знает, тот знает. Соседям привет. Они явно это услышали. Спасибо за просмотр видео. Пишите комментарии. Обязательно. Ваше мнение, ваше личное мнение на этот счет. Подписывайтесь на мой телеграм-канал God's Diary. Потому что он офигенный. Потому что он развивающий. Осознанность. Осознанность равна счастью. Хотя осознанность и развитие требуют усилий, и в первую очередь усилия воли, что безумно сложно, но это лишь поначалу. На самом деле это не так сложно. На самом деле все одинаково сложно. Что научиться буквы писать, что более осознанно жить. Сложность одинаковая. И да, ставьте лайки и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.